Ты так привык к обыденным алгоритмам жизни, что просто перестал испытывать энтузиазм. Твой мозг отдыхает, когда ты выполняешь привычные действия. Например, когда куришь сигаретку или там, не знаю, убираешь комнату. Когда ты в стагнации, организм может запросить дозу адреналина, и вот поэтому для стимуляции нервной системы мы обращаемся за помощью к Стивену Кингу. Он-то уж точно вернет тебя в тонус. 11.22.63. По сюжету учитель Джейк наведывается в закусочную к своему приятелю Эллу. Там потрещать о высоком, о низком. И в процессе беседы происходит чрезвычайно удивительная и парадоксальная ситуация. Эл отлучается в подсобку на пару мгновений и возвращается обратно постаревшим и с обостренным заболеванием. Это рак. Эл, за 5 минут появился рак? Я устал. Эл раскрывает секрет. Говорит: если ты зайдешь в подсобку, то окажешься в 21 октября 60-го года, понял? В прошлом. Оказывается, все это время он пытался повлиять на будущее. Он хотел предотвратить убийство Кеннеди, о чем, собственно, далее и просит нашего героя. Покушение состоится ровно через 3 года. После возвращения обратно в настоящем проходит всего 2 минуты, и это настоящее меняется. Здесь присутствуют отсылки к другим произведениям Кинга, и если ты знаком с его творчеством, то это будет кайфово. По накалу страстей эта картина значительно уступает следующим в списке. И здесь на передний план выходит интересная завязка и визуальный стиль, а главным антагонистом является не Освальд, который собирается убить Кеннеди, а пространство и время. В общем, советую к просмотру. Много времени этот мини-сериал у тебя не займет. Его хронометраж из 8 серий пролетит приблизительно как 2 минуты. «14.08». Так, это кино находится у меня в личном топе по просмотрам. Не знаю, какой фильм я смотрел чаще этого. Причиной тому служит исключительно динамика приводящих в волнение сцен. Это же триллер, слушай. Наверное, все потому, что 14.08 так развлекает, что его можно посмотреть в любой компании. Кинг будто пишет фильмы, и он словно всегда молод, как ребенок, который старается исследовать широкий простор своей фантазии. Давай пробежимся по сюжету. Майкл – писатель-циник, не верящий во всякую мистическую херь. Он посещает различные места, разоблачая возможные городские легенды. Одна из них была о комнате 1408, в которую не пускает никого из-за того, что там умерло 56 человек. Вот, прочтите эту подборку, и гарантирую, вам не захочется заходить в номер 1408. Майкл приезжает в отель «Дельфин» и все же добивается того, чтобы его впустили в эту комнату на одну ночь. Напряжение по фильму не отпускает даже тогда, когда, казалось бы, все уже позади. Не знаю, кто еще не смотрел этот фильм, но если такие счастливчики имеются, то советую к просмотру. «Мизери». Кинг – это больше о человеческом зле, нежели о монстрах. Его фильмы, как и книги, дают почувствовать волнение. Они не стараются напугать до одурения резкими скримерами и кишками. Нет, они держат разум в заложниках. По сюжету, Мизери является главным персонажем в книгах писателя Пола. Он устал от назойливого восхищения героиней и надумывает убить ее в заключающем цикле романов. И вот, по пути к издателю, Пол попадает в аварию, где его чудом находит медсестра Энни и спасает ему жизнь. Ох, как повезло, наверное, думаешь, да? Окей. Оказывается, Энни является его фанаткой. Но вот только прочитав еще не изданный материал книги Пола, впадает в ярость, узнав, что персонажа Мизери ждет смерть. Эта история очень личная для Кинга. Она отображает сковывающие внутренние обстоятельства. Мизери – это проблема внутри головы. Энни – проблема снаружи.
Она осязаема, это физическая боль. Но главный герой не сдается и старается освободиться. Пол скован по рукам и ногам, и именно поэтому с историей Мизери пора заканчивать. Запомни, любая интерпретация фильма правильная, если она понятно аргументирована. А вот понравиться она может не только благодаря логике, но и иррациональному восприятию. Лангольеры. В сценариях есть два основных направления, и автор пользуется одним из них. Это когда он помещает простых и понятных всем персонажей в необычную ситуацию. А другое направление — это когда наоборот, понятно, да? 10 человек, с пилотом в том числе, проснувшись, обнаружили, что остальных пассажиров в летящем самолете нет. Все исчезли, и от них остались только личные вещи. Герои сажают этот самолет в ближайшем аэропорту, и тут они замечают, что запахи, вкус и звуки отсутствуют. Здесь нет людей, и время на часах остановилось. Со вкусом и запахами уже не удивишь, верно? В данном фильме присутствуют стереотипные герои 90-х. Кинг имеет право манипулировать ими, ведь некоторых он придумал сам, и тем более раньше это не выглядело настолько заезженным. Тут есть такой персонаж, такой есть, вот такой еще, даже такой. Тут есть сам Кинг. Он подсказывает героям, как решить столь непростую проблему. Да, здесь есть моменты, которые можно предугадать, но и немало тех, которые могут удивить. «Лангольеры» — это тот фильм, который в большинстве своем нравится зрителю, несмотря порой на свою наивность. Вы посмотрите на него. Вот это поворот! Ой, рвань. Бля, господи, аж голова закружилась. Все, едем дальше. Игра Джеральда. Еще одна кроватно-матрасная история, использующая минимум персонажей, а именно мужа и жену по имени Джеральд и Джесси, которые приехали в загородный дом разжечь свои уже изжитые чувства. Джеральд изрядно гениален. Он приковывает Джесси наручниками к кровати и умирает, оставив жену пристегнутой в безлюдном доме в безлюдной округе. И делай, Джесси, с этим что хочешь. Я полагаю, что книга по данной истории выглядит гармоничней, но это не отменяет привлекательности фильма. Я хочу сказать о том, что данная история направлена на раскрытие персонажа в довольно узких рамках при довольно широком бэкграунде. Поэтому описание состояния героини гораздо надежнее разместить на бумаге. Плюсы же фильма в том, что здесь правильно работают элементы будущего. Лично как по мне, это безусловно круто. Картина рассказывает о прошлых болях, сверлящих нерв страхах и о надежде растворить в себе прожитые когда-то обстоятельства. Мгла. «Мгла» — это фильм, который не может оставить равнодушным. Его безысходность будет черпать из тебя эмоции до того мгновения, пока не прольет какую-то часть. Жанр обозначен как триллер и ужасы. Как по мне, это фильм-трагедия. Основа сюжета завязана на том, что небольшой городок окутывает глухим туманом, внутри которого обитают чудовища, напоминающие гигантских насекомых, вследствие чего группе людей, чтобы выжить, приходится укрываться в супермаркете. Взаимодействие людей между собой иллюстрирует общественный бардак, непонимание и непринятие друг друга. А мгла — это финальная точка хаоса, послужившая отражением человеческой сути, испытывающей страх.
Когда разум затуманен тревогой, то его дорога выстилается стадным чувством, жестокостью и верой. Верой во что угодно. Мгла – это визуализация коллективного ужаса. Мы видим, как он выглядит, и стараемся помочь главным героям, чувствуя эффект полного погружения в историю. «Останься со мной». «Останься со мной» — это не фильм ужасов и даже не триллер. Это драма воспоминания, повествующая о 4 друзьях, которые отправились искать труп сбитого поездом мальчика в надежде получить за это вознаграждение и стать героями. Эй, знаете, если мы его найдем, наши фото опубликуют в газете. Точно, и даже по телевизору покажут. Конечно, мы будем героями. По пути они сталкиваются с препятствиями, которые раскрывают их характер и отношение к тем или иным вещам. Они проходят дорогу, подразумевающую встречу с трупом в конце, то есть со смертью. Прям все как в жизни, знаешь ли. Это рефлексирующая история, преодолевая путь которой уже вряд ли получится остаться ребенком. Под рефлексирующей историей я подразумеваю проблемы, с помощью которых мы приобретаем опыт и закаляем характер. «Остаться со мной» обладает доброй грустью с ощущением ностальгии по детству. А на этом мы закончим. Желаю добра. Пока, девчонки.